Привет, друзья! Сегодня в Германии и Европе разворачиваются события, которые могут повлиять на будущее всего Евросоюза. Зачем Мерц и Макрон снова собираются вместе и какие проекты они запускают? Почему именно сейчас Европейский Союз проверяет сотни тысяч импортных товаров и что обнаружено чаще всего? Какая страна в мире обогнала всех по количеству оплачиваемых отпусков? С чем связана резкая критика Европейского Союза со стороны Джорджи Мелони? И какое необычное предложение вице-спикера парламента Германии о гимне и флаге вызвало споры. А дальше вопросы экономики, падение доли Германии на мировом рынке, замедление военных расходов НАТО и неожиданное приглашение Роберта Хабека пройти военную подготовку. Все эти темы я разберу прямо сейчас, и вы сами решите, что они означают для будущего Германии и Европы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самое важное. Итак, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон провели встречу на Лазурном берегу и подчеркнули ключевую роль своих стран для укрепления власти Европы. Мерц назвал Германию и Францию осью Европейского Союза и заявил, что только объединенное действие всех членов Союза способно сделать Европу значимым игроком в мире, экономически, политически и в сфере безопасности. Макрон, в свою очередь, сказал, что нынешний перезапуск отношений служит новым этапом франко-германского союза и мотором возвращения европейской инициативы. Он отметил, что после смены правительства в Берлине позиции стран стали заметно более скоординированными, и обе стороны намерены придавать сотрудничеству еще большую динамику. Основой дальнейшего партнерства станут совместные маячковые проекты, в числе приоритетов индустрия, технологии, исследования, искусственный интеллект, квантовые технологии и оборона. Ожидается также запуск сразу 20 таких инициатив, которые будут утверждены в ходе совместных заседаний Кабинета министров. А дальше интересная новость. Недавнее исследование показало, что среди мировых лидеров по продолжительности оплачиваемого отдыха оказались следующие страны. Первое место. Страна, где суммарно предоставляется внимание 53 дня оплачиваемых выходных в год, 26 дней ежегодного отпуска и 27 государственных праздников. Второе место — это Сан-Марино, где люди получают 46 дней отдыха. За ними следуют страны, где 44-45 дней. Йеменцы получают 45 дней, жители Андорры, Бахрейна и Бутана по 44, а в Мадагаскаре, Нигерии и Того по 43 дня в год. Во многих этих странах установлено 30 дней оплачиваемого отпуска плюс от 13 до 17 праздничных дней. Это означает, что в этих государствах жители отдыхают больше всего на планете по закону, включая и отпуск, и праздничные перерывы. И еще одна новость, которая вызывает обеспокоенность. За 2024 год таможенные службы Евросоюза почти, внимание, 400 тысяч раз проводили проверки импортируемых товаров с помощью анализа документов, физического осмотра или лабораторных тестов. В них особенно часто выявлялись несоответствия. Из всех остановленных товаров более 80% поступили из Китая. 48 139 позиций оказались нелегальными, что на 180% больше, чем в 2022 году. На втором месте по количеству задержанных товаров Соединенные Штаты Америки с 3247. Далее Великобритания 2120, но разрыв с лидером огромный. Основная доля отклоненных товаров — это медицинские средства и товары для здоровья, а также предметы обихода, электронные товары и техника. После первичной проверки только 36% товаров допускались в продажу, а 16%, то есть около 65 тысяч единиц, окончательно отбраковывались. При этом объем проверок остается критически низким. Всего 82 десятитысячных от общего количества импортируемых товаров, что составляет всего лишь 82 проверенные единицы на каждом миллионе разрешенных к продаже. Авторы отчета призывают государства Европейского Союза усилить контроль, поскольку практика отбора серьезно различается между странами, это создает уязвимость и недочеты в системе. И это еще не все. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с жесткой критикой Европейского Союза, заявив, что он все больше рискует оказаться в геополитическом забвении. По ее словам, Союз не способен эффективно отвечать на вызовы, исходящие от Китая и Соединенных Штатов Америки, и теряет влияние на мировой арене.
Она поддержала предупреждение своего предшественника, бывшего главы Европейского центрального банка, который говорил о слабости Европы в экономической и геополитической сфере. Мелони выступила с этой речью в Риме, она оценила текущие тенденции как давно предвидены. Она также подчеркнула, фундамент, на котором построены Союз и демократические институты, испытывает давление со стороны циничных автократий. По ее мнению, Союз вновь должен обрести свою душу и корни, иначе ему грозит утрата центральной роли на международной арене. Джорджа Мелони занимает пост главы итальянского правительства с октября 2022 года. Будучи кандидатом от правого крыла в период кампании, она занимала евроскептические позиции, однако в должности главы правительства стала более сдержанной в своих высказываниях. А дальше необычные инициативы от политиков Германии. Вице-президент парламента Бодо Рамелов выступил с нестандартной инициативой. Он предлагает пересмотреть символику, предложил вынести на общественное голосование два важных элемента национального единства – гимн и флаг. По его мнению, нынешний гимн, популярный в некоторых кругах, не отражает всех слоев населения, особенно восточных регионов. Многие не чувствуют себя с ним связанным, отметил он. В качестве альтернативы он предлагает детский гимн Бертольда Брехта, который считает текстом с прекрасным посланием, подходящим для всей страны. Кроме того, Рамелов предложил провести референдум по национальному флагу черно-красно-золотому. Он напомнил, что эти цвета символизируют отказ от тоталитаризма, но добавил, что есть люди, у которых этот флаг не вызывает теплых чувств. В соответствии с этим он предлагает использовать для решения вопроса статью 146 Конституции. Голосование может стать шагом к новому общественному соглашению, включая, возможно, новую Конституцию. Рамелов, кстати, уже предлагал обновить гимн в 2019 году, когда был главой региона. И тогда его идея вызвала бурные дебаты. Сейчас, будучи вице-спикером, он повторяет идею, предлагая еще раз привлечь граждан к обсуждению этих символов. И внимание, сейчас очень важная новость. Доля Германии на мировом рынке постепенно снижается. С 2013 года ее позиции уменьшаются примерно на 0,11% в год. Это значит, что немецкий экспорт растет медленнее, чем глобальная торговля, и страна теряет конкурентное преимущество. Главным победителем этих изменений стала Китайская Народная Республика, которая за тот же период увеличивала свою долю на мировых рынках примерно на 0,36% ежегодно. Эксперты отмечают, что Германия сталкивается с проблемами в ключевых отраслях, особенно в автомобилестроении. Здесь инновации внедряются слишком медленно, а зависимость от поставщиков остается высокой. Переход к цифровым технологиям, таким как подключенные автомобили, также отстает от мировых лидеров. Чтобы остановить спад, специалисты советуют ускорить цифровизацию, упростить правила для бизнеса, инвестировать в инфраструктуру и исследования, а также активнее внедрять новые технологии. А дальше военные новости Германии и стран НАТО. В этом году европейские страны, входящие в Североатлантический альянс НАТО, а также Канада, увеличили расходы на оборону, но темпы роста снизились. По оценке, сумма достигает около 559 миллиардов долларов, что на 15,9% больше, чем годом ранее. В прошлом году темп роста был выше, около 18,6%. Это значит, что хотя страны и продолжают наращивать военные вложения, их темп повышения расходов замедляется. Соединенные Штаты Америки по-прежнему значительно опережают все другие государства, их затраты на оборону достигнут примерно 845 миллиардов долларов в этом году. Ранее в июне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что все члены Альянса, кроме Исландии, планируют достичь цели потратить 2% от ВВП на оборону, как это было установлено еще в 2014 году. А дальше еще интереснее. Бывший вице-канцлер Германии, экс-министр экономики и представитель «Зеленых» Роберт Хабек получил неожиданное предложение от Ассоциации резервистов пройти военную подготовку. Поводом стало его высказывание в ток-шоу. Он заявил, что в случае опасности предпочел бы отправиться на фронт сам, а не посылать своих 4 сыновей. Эти слова нашли отклик у руководителя ассоциации Патрика Зенсбурга, который предложил Хабеку пройти обучение в качестве резервиста. По словам Зенсбурга, в итоге он сможет защищать свою родину и, возможно, регулярно проходить службу в резерве. Сам Роберт Хабек на момент приглашения уже объявил о завершении своей парламентской карьеры и намерении работать за границей.
Его ответ на предложение ассоциации пока неизвестен. Ранее Хабиб проходил альтернативную службу, а не армейскую, и отказался от призыва в молодости. Однако сейчас ситуация изменилась, и приглашение стало символом преодоления прежних взглядов. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.